Доброго времени суток, зрители канала, также подписчики. Рад приветствовать на своем канале, ребят. Сегодня же у нас очередное видео по Guardians of Claudia, касающееся 85-го левела. Если быть точнее, это у нас открывается новая функция, скажем так, в игре, новая, доступная для прокачки нашего персонажа. Называется Эгида. В общем, скажу, что на 85-м левеле, повторюсь, это ключевой левел для этой игры. У нас на 85-м левеле открывается, доступно будут и открываются у нас новые данжи, новые функции прокачки, но о них по порядку, отдельно для каждого видео будет. Вот, о чем-то расскажу в этом видео, возможно, задену эти моменты. Вот. Но если быть точнее, в это видео будет сделан обзор, как угодно назвать, обзор, гайд. Для кого-то это будет гайдом для новичков, для кого-то это просто обзор. Поделиться своим, скажем так, мнением. Вот. И с вами разобрать наглядно, что представляет из себя Эгида, что она нам дает, на что стоит обратить внимание при прокачке. Вот. Для тех ребят, которые с этим столкнутся в первый раз, еще не докачались, это однозначно будет информации более подробной, чтобы, возможно, как-то ресурсами, теми же алмазами подготовиться, допустим. Вот. Видео обещал уже давно, сразу после грейда 85-го левела я не стал это делать, потому что я объяснил это, то что мне нужно хотя бы самому чуть-чуть прокачать это, чтобы я мог наглядно по каким-то аспектам проходясь, объясняя, показать. Вот, соответственно, сегодня у нас 26 число, грейд нашего левела кап на 85 апнулся 22 числа. Прошло 4 дня, более чем достаточно, чтобы как-то вот чуток прокачать и чтобы я мог вам что-то показать и рассказать. Так, извините, что с голосом у меня с горлом чуть неполадки. Заранее прошу прощения. Так, давайте перейдем по порядку. Визуально будем разбирать так. Визуально, как это все. Что оно нам дает. Механики и аспекты работы его. Есть ли наборы, сеты? Да, какие. И потом разбор конкретно прокачки шмотов, ресурсов и их добыча. Постараюсь в таком порядке все это скомпоновать в видео, чтобы вам было более понятно, чтобы меньше воды было. Ладно, давайте перейдем непосредственно к самой Эгиде. То есть у вас на 85-м левеле в левой колонке, где у вас есть задание, соответственно, у вас добавить, вот у меня до сих пор одно висит, вот на 45 синхронизировать надо, да, ачивка. Короче, у вас в левой колонке задание сюжетное, у вас доп. Задание появится, соответственно, и по Эгиде. Помимо нее еще будет по другим, но о них в другом видео. Будет дополнительное задание по Эгиде, тоже можно пройти, там нажать, ознакомиться, и у вас откроется здесь в меню функции, добавится значок самой Эгиды. Открываем в нее, заходим. Что мы увидим? Что из себя представляет Эгида? Скажем так, это некий экзокостюм, который усиливает нас, в форме которого мы находимся и получаем, соответственно, бонусы. Очень много защиты, это как щит, и, соответственно, урона.
То есть, и как мы видим, даже просто нажимая, везде видим мы, что у Эгиды есть свой щит, и у Эгиды есть свои характеристики атака Эгиды. Также можно получить и характеристики для самого персонажа. Выглядит это действие ее ограничено, то есть мы не можем постоянно находиться. Выглядит это вот примерно вот так. Не примерно, а вот точнее. Все. И пока вы приходите в этой форме, вот, можно здесь наблюдать, у вас в основном окне тоже меняется, соответственно, у вас атака вырастает за счет эгиды, и у вас над полоской ХП вот зеленого есть, вот вы видите, это полоска нашего щита. Вот. То есть вы в этом режиме более живучие и намного дамажнее, говоря обычным языком. Вот. Что касается самой эгиды, какие есть разновидности, есть ли наборы? Да, ребят. Есть два вида набора на данный момент, которые я могу вам показать. Я не знаю, в дальнейшем они будут новые или нет. На моей памяти их не было. Их было вот морозный и вот огня. Два набора. Можете посмотреть, нажав на любую шмотку, и вы видите плечо пламени, допустим, да. На мне одето набор пламени. Ну, мне прокнули практически все шмотки на пламя. И, соответственно, я одел на пламени. Да, и в принципе я и рассчитывал на него. Еще же есть набор, морозный набор. Набор мороза. Шмотки здесь у меня нету. Вот. Ну, чтобы на шмотки показать. Что из себя представляет? Два набора. Набор также состоит, активируется из 4 кусков. То есть вы 4 одели одного набора, и тогда мы получаем бонус активации именно навыка этого набора. Если мы одеваем 2 куска из одного набора, мы получаем, соответственно, плюшки из 2 наборов. Соответственно, из пламени это вот это. И щит эгиды, атака эгиды. И у набора мороза свои бонусные характеристики. Как на нашем шмоте 2-2 комбинировать не имеет смысла. Потому что навыки тут стоящие. И лучше, конечно, одевать full набор. Максимально, то есть все 4 куска одного набора. Заранее отвечу на вопросы в плане, кому какой лучше подойдет, ребят. Это уже все зависит от вашего геймплея и чего хотите вы для своего персонажа. Даже тут подробно расписано, что и как. Если разбирать подробно, вот дословно, как написано, допустим, вот что как написано, оно так и работает в игре, ребят. Здесь нету какой-то, как сказать, опечатки, либо какой-то ошибки. Эти сеты как и написаны, так и работают. В этом плане я имею в виду, просто есть огрехи перевода, и в некоторых моментах, где написано одно, подразумевается совсем иное. Вот. При активации костюма наносит ближайшим врагам урон заморозкой. Это что касается сета мороза. Равный 300% от атаки. Эффект усиления урона от разрушения увеличивается до 255% при попадании навыком по эгиде врага. Разовый хороший урон с эффектом плюс замедла. Тут все подробно не написано. Вот здесь. Что касается набора мороза. Что касается пламени, при активации гида использование навыков класса навыков. Понимаете? Класса дает 40% шанс на запуск жаркого комбо, который несет дополнительный урон, равный 50% от нанесенного урона, плюс шанс бонуса к урону от навыков. Больше рассчитанный на суммарное количество урона.
Вот. Здесь подробная приписка дальнейшая почему-то. Сейчас, секундочку. Здесь есть, ну, на шмотке Мороза вы можете... У меня ее, к сожалению, нету, шмотки этой, чтобы я вам мог показать. Вот, так, секунду. Здесь у нас врагам заморозкой то, что наносится урон, равно 300% от атаки. Разовый, моментальный, то есть, можно сказать, урон более целевой. И плюс увеличение этого урона, соответственно, он с левелом прокачки. Здесь грейд есть у вас. Плюс 1, 2 и так далее. Плюс бонусы, которые добавляются при усилении вот этого, вот этих навыков, они с каждым левелом есть увеличение вот этого процентного, то, что бонусы вам дается, да, допустим. И есть моменты, где добавляется новая функция, новая механика, скажем. Вот у Морозного есть механика добавления контроля. Здесь все упор на урон идет, на пламени. Там же есть механика еще контроля. Вот, мне больше подходит пламени, я буду в нем бегать. Кому какой больше подойдет, и тут уже вы уже сами посмотрите. Также мы можем посмотреть сами навыки эгиды. Вот, усиление, соответственно, эгиды у вас здесь доступно. Вот, обзор эгиды, нажимаете, и вы видите навыки, что усиляет, что она дает. Плюс характеристики самого персонажа, который от шмота дает эгида. И характеристики эгиды тоже на шмоте. Тут есть на шмоте, соответственно, базовые характеристики. Базовые характеристики также могут, ребят, прокать либо на эгиду, либо общие. Видите? Соответственно, обращайте на это внимание. Что касается загруженная характеристика, то есть дополнительные характеристики, там тоже может распределяться. Блин, с голосом. Там тоже может распределяться, что касается именно для характеристик персонажа. Вот. И, соответственно, здесь мы можем увидеть весь пул, который у меня сейчас в шмоте есть. Ничего нового. Единственная приписка будет, допустим, не атака, а атака эгиды, щит эгиды. Общую прокачку можете видеть, получаемый урон эгиды, то есть это сколько эгида в себя впитывает, получает урон. Бонус к получению лечения эгиды, похищение жизни эгиды и так далее. Тут сверху мы видим уже навыки самой эгиды. Вот мы что получаем. Светлый суперщит. Дает щит при активации гиды. Щит блокирует 65% урона наносимым персонажу. То есть не все 100%, а 65%. Чем выше характеристики щита, тем больше урона блокирует. Плюс эту стату можно наращивать. Действует 30 секунд. То есть это мы пребываем в этом щите в эгиде 30 секунд. Щит блокирует минимум 100 тысяч единиц урона. Эгиду можно активировать в 100 секунд один раз. Соответственно, у нас КД эгиды 100 секунд. Плюс, забегая вперед, скажу, это КД можно снижать. Действие самой эгиды можно повышать посредством некоторых манипуляций. Позже я покажу. Заранее говорю об этом. Дальше. Частотный взрыв, навык эгиды. Заряжает эгиду бипулярная энергия. После активации эгиды персонаж получает 1000 единиц базовой атаки эгиды и все улучшенные характеристики эгиды, а также летит на 20%. То есть вы, это ваши как пассивки, вы в форме эгиды ускорены на 20%. У вас повышены характеристики базовые и атака на 1000 единиц. И дальше уже приписка, что у нас КД 100 секунд. Следующий навык — напор. При использовании эгиды кувырок обычный, который, то есть мы не кувыркаемся, он идет таким дашем вперед, перемещается, да, скользя.
Вот, что позволяет персонажу делать реактивный рывок вперед, двигаясь на 30% быстрее в течение 3 секунд. То есть мы в форме эгиды это сделали, ускорили себя на 30% на 3 секунды. И у нас, соответственно, приписка, что КД самой эгиды это 100 секунд. Я вам показывал, как это сейчас, если КД прошло. Активировались. Допустим, вот, видите. Плюс, здесь ремарочку сделаю. При скользящем ударе у вас срабатывает еще и навык вашего артефакта. Они одно другому не мешают. Накладывается и ускорение, то что 30%. Вы и так в форме эгиды на 20% ускореннее, чем обычные. И при нажатии вот этого рывка, кувырка в форме эгиды вы получаете здесь вот написанная функция. Получаете 30% ускорения на 3 секунды. И плюс то, что у вас при кувырке срабатывает, как в обычной форме, накладывая навык от артефакта, это тоже срабатывает, имейте в виду. Вот. Ну, допустим, там вы в форме гида и так впитываете, у вас щит есть, не хотите тратить и тот щит с артефакта, и вы об этом знаете, не хотите кувырок сделать, да, допустим, вы и так справляетесь, можете это оставить. Вы знаете, что эгида сейчас слетит, и потом сделаете кувырок, и получите, насколько там, на 6 секунд, насколько я помню. И получите, так, где это было? Ё-моё, написано же было где-то на 6 секунд или на сколько. На 6 секунд вы получите этот щит. Это такие моменты. Вот. Так, дальше. Это что касается сетов. Шмотки. Шмотки, соответственно, они так и подписаны. Плечо пламени и мороза есть там. Желаю здоровья, крепкого здоровья. Желаю всем соседям, у кого есть, которые, блядь, всю жизнь сверлят у вас. Ладно, ребят, я не буду второй дубль это все записывать. Не знаю, извините за этого дурачка, который, я не знаю, у него рельсы, наверное, лежит дома, и он сверлит. Продолжим. Шмот по базовым характеристикам и характеристикам разобрали. Еще тут такой момент. Как и на шмоте, допустим, если взять... Ну, наглядно давай покажем, да. Если взять тот же шмот, как на этом. На тех же питомцах мы можем перекидывать нужные нам характеристики. Здесь также можно, называется функция загрузка. Вы берете и перекидываете, допустим, в нужный, если у вас есть свободный слот, в свободный слот, главное, снимайте и перекидывайте нужный вам стат. Ячейки открываются дополнительно, чем выше ранг. Плюс шмот есть ранга синего, лилового, желтого и выше. Еще момент. Ячейки я сказал, то что у вас доступно с лилового вот 2. Дальше уже на оранжевом компоненте, это имеется в виду оранжевая шмотка, у вас будет еще одна ячейка доступна. Так, что еще хотел дополнить сюда? Разбор шмоток нам дают компоненты такие. Допустим, вот мы розовую шмотку, так, секунду, хотим разобрать, да. Вот компоненты, которые нам даются. И эти компоненты для чего нужны нам? Для соединения и получения уже на выбор нужного нам шмота. То есть оранжевые компоненты дают оранжевую шмотку, красную шмотку. Вот. Так. Это что касается шмота. Так, мы одеваем это все. Про это все сказал. В принципе, все. Что касается шмота.
Где добывать и все такое, позже все это разберем. Все, что касается ресурсов именно эгиды. Дальше у нас вкладочка, у вас есть синхронизация. Можете назвать просто усиление, как в шмоте. Просто, соответственно, здесь у нас киберкостюм, киберкотлета, соответственно, мы тут все, тут расписано все так. Части гиды, да, это получается синхронизация частей и гиды, то есть усиление частей и гиды. Нужны ресурсы вам вот такие, нанокристаллы называются, камни для усиления. Они по мере прокачки в дальнейшем будут еще другие, желтые и так далее. На начальном этапе будут вот такие кристаллы. И, соответственно, вы для каждой прокачки вы усиливаете вот этими кристаллами свои шмотки. Усиливаются базовые характеристики. У нас на шмоте есть базовые характеристики. И при усилении базовых характеристик есть такой момент. Шагом 5, с шагом 5 усиления, каждые 5 усиления у нас дается параллельно столько же процентов усиления именно вот этих базовых характеристик. Допустим, я усилил шмотку на 5, плюс 5, она мне дает 5% базовым характеристикам. То есть на 5% базовые характеристики усиливаются. Соответственно, у меня сейчас здесь усилена вот эта шмотка на 10%. Вы видите, можете наблюдать, что усиление идет на 10%. И так далее. 15, 20, 25 и погнало туда. И поэтому, учитывая все это, есть тут смысл затачивать их, усилять, синхронизировать по кругу. По кругу. За редким исключением, если у вас есть очень, ну, как сказать, много, достаточно кристаллов, и вы можете один сразу по 5 вперед двигать, и оно, допустим, у вас оранжевое, то вы можете, потому что больше статов получите. Плюс у нас ядро и плечо отличается от меча с ногой. Меч и нога имеют базовых характеристик 2 стата. Ядро и эгида плечо имеет у нас 3 статы. Естественно, они между собой отличаются, но вообще обратите на это внимание. Насчет БМ, который они будут давать. Еще при прокачке, при усилении данной части, неважно какой из 4, у вас есть внизу ачивка, приписка, степень синхронизации, на каком проценте, что у вас нового откроется. Это что касается дальше, да, переходим к карты. Когда как у вас в карты, вкладочка карты откроется, когда у вас суммарное количество усиления будет равно 22%. Суммарное, то есть на всех шмотках усиление складываем, у вас получается 22%. Неважно, одну шмотку вы на 22 заточили или, допустим, суммарно. Суммарно это получается, допустим, вы все 4 вкачали по 5%, это 4 на 5 это 20, и 2 шмотки вкачали по проценту. Это с наименьшими затратами так сделать. У вас получается 22%, у вас открывается вкладочка карта. Что она дает? Она дает нам вот такую, вот, скажем, открывает табло функций, привязанное к каждому вот из этих снаряжений, куда мы можем вставлять карточки, которые также с данжей, где мы добываем ресурсы, позже покажу, и выпадают эти карточки, плюс с магазина за какие-то ресурсы вы забираете. В этих карточках, соответственно, у нас есть характеристики, базовые характеристики и есть бонусные характеристики. Пул бонусных характеристик вы можете посмотреть. Забегая вперед, скажу, что базовые характеристики здесь они с прокачкой не меняются, в отличие от тех же бонусных характеристик. Вы можете наблюдать, что вот
При усилении характеристика повышается при усилении 3, 6, 9, 12, 15. То есть, соответственно, при достижении каждого из этого ключевого усиления, то есть 3, 6, 9, 12, 15, на каждом из этих у нас рандомно какой-то стат усилится, либо есть шанс добавления нового, одного случайного из характеристик. Максимально может быть 4 бонусные характеристики, то есть выше 4 строчек у нас не может быть. Раз, два, три, 4. То есть если у нас есть 4 строчки, новые характеристики нам не добавится. Единственное, что будет, рандомно какое-то из этих будет усиляться. Вот. Синхронизация. Еще раз вернусь к тому моменту, почему выгодно по кругу его делать. Первый момент. Мы получим так степень усиления, степень синхронизации, получая бонусные проценты к характеристикам. Это раз. И второй момент. Мы с наименьшими затратами по кругу, вот так качая, получим больше открытых ячеек. Допустим, у меня вот сейчас 40% надо синхронизация. У меня вот снизу написано 38. То есть в сумме у нас сейчас 38. И мне нужно, допустим, и это все вкачать. Вот даже если, допустим, не буду здесь качать за 10, а здесь за 12, то есть затраты выше, соответственно, по кругу лучше. И плюс я знаю, что на 10 здесь мне дадут плюс 10% к моим характеристикам вот этим. И здесь. Соответственно, качаем по кругу. Вот. Открываются новые слоты, куда я могу вставлять карточки. Еще такой момент. Вы не можете одинаковые карточки вставлять в один слот. Допустим, вот у меня плазменный воин в этом слоте и плазменный воин в этом слоте. Я их не могу в один слот вставить. Плюс есть карточки, которые привязаны к своему слоту. Допустим. Нажимаем на карточку, внизу есть приписка. Видите, вставьте компонент ядро. То есть один из одного. То есть больше других моментов нет, куда его вставить. Здесь тоже ядро. Допустим, мы снимем карточку вот эту. Так. Видите, у нас здесь приписка, ставьте компонент и куда мы можем его поставить. То есть 3 вариации. Все остальные, кроме ядра. На это обращайте внимание, то что не удивляйтесь, когда у вас так, вот у вас, допустим, как у меня, свободная ячейка, но вы не можете вставить, не понимаете, в чем дело. Есть привязка некоторых карточек, именно вот эти карточки, они привязаны к ядру, то есть открытие синхронизации на 40%, у меня откроется этот слот, и, соответственно, на выбор я один из этих могу поставить, а при следующем открытии и второй. Это что касается карточек. Так. Ненужные карточки мы разбираем. Поначалу фиолетовые так или иначе вам будут падать. Синие, фиолетовые. То есть, в принципе, то, что у меня все здесь сделано, это сделано вот с данжи, с коробок, которые я за алмазы скупал. За привязанные алмазы, которые обычно фармим, где-то можем добыть, те же перья, ангела там разобрать или что-то еще. Важно. Еще момент. Усиление карточки. Карточки также можно усиливать по рангу своему. Карточки также существуют сами по ранговой системе. Синие, лиловые, вот, золотые и красные. Соответственно, у нас в зависимости от ранга и, соответственно, равные, допустим, статы, выше рангом они больше будут давать. Что касается усиления, усиление делается у нас за частицы света. Также можно их где-то скупать, еще плюс данжи падает. Частицы света, усиление за частицы света и серебро. Еще момент, на каждом, я уже говорил, на каждом ключевом усилении у вас апается одно из бонусных характеристик, либо добавляется шанс добавления четвертой строчки, если у вас нет, дополнительной строчки.
Плюс также у нас помимо этого усиливается, соответственно, с левелом усиления усиливается у нас и базовые характеристики. Вот. В принципе, если так разобрать, неплохо дает статов, как и Эгиди, соответственно, тут не путайте. Смотрите, статы здесь, ну, статы Эгиды, они приписаны статы Эгиды. Допустим, похищение жизни плюс 64. Это мой стат для персонажа. Похищение жизни Эгиды, видите? То есть тот же самый стат, только приписка Эгиды. Соответственно, это для Эгиды. То есть в форме Эгиды будет этот стат работать. Тяжелая атака, это нам. Стойкость нам. Плюс эти статы, базовые статы наши, в форме Эгиды тоже работают. Просто эти базовые статы, они в форме Эгиды работают. Вот такие специфичные, редкие статы, вот они распределены на группы Эгиды и обычные, которые нам даются. То есть как без формы Эгиды они тоже на нас работают. Усиление навыка плюс 2. Усиление навыка. Хороший стат, что касается навыков Эгиды. Так. Здесь что у нас? Ну, в принципе, таких на что можно. Ну, щит, понятное дело, щит наращивать есть смысл. В форме Эгиды вас не так быстро сломают. Что касается, ребят, добычи ресурсов вообще для прокачки, усиления, добычи шмотов, все, что касается Эгиды, ребят, по порядку. Насчет данжа, который у вас откроется касаемо для Эгиды. С 85 левела у вас закроется данж, ну, арена, скажем, можем, данж с ботами, где вы воевали. И у вас откроется вот такой данж, называется коридор времени. Здесь вы проходите разного рода этажи по порядку, по нарастающей, и получается, соответственно, плюшки. Здесь у вас испытания разные, а здесь вы можете бесплатно в день несколько раз покрутить, выбрать награду. Так, случайная Эгида плечо, допустим, я с этим пойду. И с этим вот достаточно, да, плюс у нас частица света. И вы атакуете и переходите на этаж, где вы остановились, где вы ранг коридора. А поле, когда вы все этажи пройдете, там будет этаж, где вы, выбирая усиление для этого этажа, то есть усиление для боссов и мобов против вас, вы добавляете ранг этажу и проходите его, и, соответственно, когда вы его усилите на 10, пройдете, вы проскочите на следующий ранг. Вот у меня пока что на 5 сложность это было пройдено, но я там ошибку сделал, я зашел, забыл, нижние дебафы не добавил, 10 не набрал. Забыл, что нижняя строка бафов боссов и мобов, она более сильная, но дает вам 2 очка. Допустим. Не дает приступить, участвуйте в событии. А в каком событии я участвую, интересно? Ладно, не суть, я этот, как его. Ну, короче, разберетесь, здесь ничего сложного. Просто когда вы дойдете до этого этажа, у вас будет 2 списка с пассивными навыками, бонусы, которые получают ваши противники, мобы и боссы. И, соответственно, выбираете их. И верхняя строка одну пассивку, которую добавили 1 левел, нижняя строка 1, это 2 очка, 2 левела, соответственно. Вообще надо на следующий, чтобы нас пустил коридор, нам надо на 10 пройти, на 10, на 10 уровне, и нас пропустит на следующий. Но на 10, скажу, там очень жестко. Плюс обращайте внимание то, что при прохождении или когда вы уже зашли в этот данж, на вас будут висеть негативные эффекты. Негативные эффекты, даже когда вы с данжа вышли,
вы можете выйти вот персонажа, вот здесь показывают, какие эффекты на вас. Допустим, на мне сейчас 2 бафа с хиды, да, физатака и физмаг защита. Соответственно, здесь в списке будут еще пул дебафов, которые там, если в навыках были, то есть вы будете под дебафом снижения урона, еще чего-то и так далее. То есть первый раз, когда вы выбрали на заход пройти, лучше пройти, конечно, уверенно, потому что на следующее с этими дебафами будет уже не очень. То есть все. А насчет арены, у нас арены уже нет. Вот, коридор времени. И вот наша лига показывается. Истекает она по 2-3 сутки, насколько я помню. Здесь подробно, где там. Рейтинг подсчитывать в среду и воскресенье. Ну да, это получается около 3 суток. Воскресенье и среду. Подсчет, и за подсчет дается на какой строчке вот те и награды даются. Плюс за прохождение этажей вам даются вот эти очки, значки, которые мы используем здесь, торговой площадке, кредит, испытания. Что касается вот этого. Упор, конечно, мое мнение, лучше, когда у вас что-то новое открывается, сделать на это. Все-таки на эгиду, как я и сделал, сейчас все ресурсы бросил туда. Соответственно, вы можете покупать такие коробки снаряжения, с которыми можете выбить шмотку случайные эгиды. То есть это точно лиловую, либо можете даже выбить оранжевую и красную. Оранжевая мне одна очень повезла, выпала. Вот ядро. Вот, плюс здесь вот это обязательно берем. Тут частица света и плюс карточки можете выбить. Может повезет. Ну, мне не особо повезло. За 4 дня мне выпала только одна оранжевая карточка. Кому-то и красные падают. Вот. Нано-кристаллы 10 штук можно в день. Обязательно надо для синхронизации. Частицы света пока что я не брал. Пока что не хватает на них, но если у вас хватает, ну, желательно их тоже брать. Дальше. В активности у нас этого нет, в чести нет, в лабиринте нет этих. Это сделки. Что касается сделок. Вот коробочка за привязанные алмазы. Желательно брать в день один сундучок. Ну, падает, я вам скажу, паршиво. И пока что, ну, видите, зато красное крепление, это очень круто. 300 штук таких креплений, и мы можем уже собрать красную эгиду. Шмотку на эгиду. И есть вот такие кристаллы, нано-кристаллы за 80 алмазов. Их на первых днях, вот я единственное сегодня, не знаю, смогу или нет, практически все алмазы, которые прям старался, копил разных ачивок, я вкидывал сюда. Их надо скупать. Это получается 5 штук, это 400 алмазов. Вы получаете 50 нанокристаллов. То есть у вас за один дается 10. На синхронизацию очень нужны. Плюс за привязанные. Я рассматриваю, что без доната, ребят. С донатом я вообще не разбираю. Не знаю, с донатом вообще с донатом я не имею понятия, или есть ли смысл говорить кому-то, что же донатом выгоднее всего. За донат я тебе покажу, что выгоднее. Вот такой ответ. Я касаемо, что без доната. Сами без доната это делаем и вот это разбираем. Вот. Вернемся. 1200 алмазов у нас мы можем получить. Можем 2 купить. Есть карточки. Такие. Причем, так, насколько я помню, на рандом дает. Случайным образом, да. Случайным образом дается, смотрите, еще тут такой момент. Тут случайным образом и написан процент.
карта может выпасть с 18% шансов, метка красной карты, то есть осколки, из которых мы можем собрать карты. 2-5 кусков за 79%, скорее всего, они выпадут. Билет усиления карты. На определенном уровне, кстати, забыл про это упомянуть, на выше 10 уровня в эгиде у нас вот карты. Допустим, на некоторых, на хай-левеле усиления, выше 10, насколько я помню, есть карточки усиления специальные, чтобы дальше усилять ее. Применяются. Еще эти карточки добываются, но я это хотел с данжа показать. Также добывается вот за такие осколки, которые мы получаем при разборе таких карточек. Допустим, видите, при разборе лилового получаем карточки, плюс вот такие ресурсы усиления для частицы света. Вот. Так. Ну, вообще, стоит ли оно того, вот эти 1200 алмазов в эту карточку? Ну, вообще, если откровенно говоря, очень дорого. Очень дорого. И оно стоило бы, ребят, 1200, если это железно мы получали бы красную карточку. Вот красную карточку мы получаем. Ладно, хоть даже если рандом. То есть мы рандом получаем из 4 одну красную карточку, все. И вопрос закрыт. 1200 алмазов стоит, да, вообще никаких вопросов. А так, ну, мое мнение, нет. Ну, 18% мы все знаем, что такое 18% в этой игре. Это 0,00018 десятитысячных процентов. Это корейский рандом. Вот. Ну, что касается коробок, доната и так далее, это вопрос тех, кто донат, короче, туда тратит. Здесь у нас в боевых искусствах нет. И возвращаемся к шопу гильдии. В шопе гильдии, ребят, в шопе гильдии есть у нас плюшки, коробки эгиды. Коробка эгиды авангарда есть. Здесь уже с золотым шансом есть выпадение. Но, ребят, я вам так скажу. Вот это... Это такая подстава, когда выпадает с них также лиловые. Но здесь, смотрите, дает случайный компонент. И видите, вот эти строчки надо обращать внимание. Дает случайный компонент, дает следующие предметы. То есть здесь единственное, что может быть, что ресурсов больше дает. Ну, понятное дело, что тут крепление точно дает, да, оранжевое. Короче, рандомная хрень. Стоит ли брать? За 1100 стоит, но накопить вам придется поучаствовать во всех событиях гильдейских и не тратить эти очки в неделю точно. Где-то чуть-чуть может что-то купить, а так нет, надо копить. Я же не копил, я скупил все книги. Даже тут остались некоторые. На заточки мне не хватило. И ежедневно скупал вот эти. Плюс у меня уходит на свитки духа, потому что мне нечем алмазы тратить сюда. На эти свитки у меня всегда спрос, потому что делаю заказ. Этот обязательно ежедневно скупать, чтобы получить синюю шмотку. Да, как обычно. Но крепления идут нам, и это хорошо. Потому что 300 штук этих накопится там пару недель, да, и на выбор 100% вы можете уже шмотку себе заиметь. Что касается гильдейского шопа, где еще? Дальше. Следующий момент. Следующий момент такой. Если есть желание немного ну, в данный момент касаемо РФ территории, конечно, это уже немного,
Для тех ребят, кто задается вопрос, хочу чуть-чуть вдонить, но не знаю во что и выгодно. Ну, допустим, если это 85 левел, можете на эгиду вот этот план эгиды взять. Чуть-чуть вам, как бы, скажем, подбустит. Допустим, степень синхронизации 30-40, очень быстро достигнете. Ну, 50 это плюс-минус 2 плюс недели. Точно достигнете. Если брать вот этот пул, что мы тут получаем, ну, получаем неплохо, учитывая, что золотую шмотку, случайно, кстати, я думал на выбор, ну, золотая карта, это вкусно. Но стоимость здесь 2400, это, если в предыдущем эквиваленте брать, это 9 баксов. В предыдущем эквиваленте, скорее всего. Ну, короче, не суть. Короче, в данный момент это очень дорого, но не знаю, все равно есть ребята, которые донатят. Вот. Дальше, что касается без доната, где можно еще получить? Можно получить в шопе с перемона у нас. Также частицы света добавлены у нас, нанокристаллы добавлены у нас, коробки снаряжения эгиды, пакет редкой карты эгиды. Все это есть здесь, все это скупается желательно, когда у вас откроется эгида, сделать упор всеми ресурсами, всеми орудиями именно туда, чтобы тот потенциал, открытый игрой, чтобы максимально нарастить и получить профит с этого, потому что ваш персонаж на самом деле очень сильно усиливается от этого, соответственно, имейте в виду. Так, мы как раз вот атака с рывком вместо атаки, пожалуйста, вот, загрузили. Здесь что, замену требует, из-за чего замена? Потому что, кстати, когда вам показывает, что можно заменить шмоткой, имейте в виду, что синхронизация передается шмотку на шмотки на шмотку. Вот, допустим, я заменил, видели? Вот, наколенник. И у нас усиление, синхронизация добавилась. Почему она мне предложила заменить? Потому что у нас загруженных, то есть дополнительных характеристиках есть более высокая характеристика, нежели тут. И поэтому она нам предложила. И плюс мы потом уже перекидываем характеристики, которые нам нужны сюда. А это мы разбираем. Вот. Как-то так. Так, где у нас синхронизация? Кстати, насчет синхронизации, что забыл. Степень синхронизации. Как это получить? Когда вы нажимаете улучшение, видите шкала удача плюс 2. То есть здесь может сработать у вас либо с одной попытки усиления одного деления, скажем, шкалы, да, либо x2 сработает. Ну, выше я не видел. И у вас усилится. Вот. Это, конечно, хорошо. Бывает, что подряд x2, и вы быстрее усиливаете свое снаряжение, да, синхронизируете. И для нас первоочередная задача по-быстрому его усиливать. В первую очередь получить у нас, конечно же, бонус к характеристикам базовым, соответственно, который нам больше буста даст. И, конечно же, открыть новые ячейки. На первых порах это очень круто будет, если у вас, допустим, есть там лежат карточки, быстро-быстро вставить, с них получить, допустим, буст. Вот, допустим, я поставлю вот это щит эгиды плюс 600, и стачу его на 6, усилю, дополнительные статы будут. И тут момент такой, видите, насчет того, что я вам говорил, эгиду можно активировать раз в 100 секунд. Я вам сказал, наперед забегая, что можно понизить КД. Чуть не забыл про это. Есть в карточках вот такие моменты. Время зарядки эгиды минус 2%. Вот. И называется вот постоянство действия эгиды плюс 2 секунды. То есть мы в форме эгиды плюс 2 секунды имеем. Либо мы именно КД
минус 2 секунды. Они плюс-минус равносильны, кстати. Ну, получается, либо дольше на 2 секунды, либо меньше на 2 секунды. Но тут, конечно же, выберу эту карточку, поскольку у нас в бонусных характеристиках больше статов. То есть стойкость интеллекта, тут чисто стойкость. Вот, ребята, видео не получилось коротким. Оно и пофиг, хотите смотрите, хотите нет. Я старался для вас. 50 минут, да, разжевать. Возможно, где-то воды много, но все для того, чтобы подвести подробно каким-то моментам, именно ключевым, что касается всей этой новой функции, эгиды и так далее, чтобы меньше было не то чтобы вопросов, и я не хочу общения с вами, наоборот, я рад вас слышать всегда, я отвечаю на все вопросы, стараюсь и в комментарии, и вообще на стримах. Это сделано, чтобы вы после просмотра, прослушивания, скажем, ознакомления с этим материалом, вы допускали меньше ошибок, и потом, чтобы мы с меньшим количеством ошибок работали, скажем, разбирали. Ага. Вот, в принципе, все, ребят. Всем добра, всем удачных каток. Надеюсь, видео будет полезным. Всех хочу поблагодарить, кто поддерживает и на стримах, и вообще под видосами комментирует, активное участие принимает в канале, учитывая сейчас нынешние времена все-таки. И всем спасибо огромное, искренне благодарю вас, ребят, что поддерживаете, и я рад этому и искренне, прям от всей души, от всего сердца благодарю вас. Ну, на этом прощаемся, ребят, еще услышимся на стримах. Всем пока.